Доброе утро, друзья! Сейчас около 7 часов утра и начинаю двухдневный сплав по реке Псел. Посмотрим, какая рыба будет сегодня более активна. Температура воздуха уже значительно упала. Ночью было где-то 6-7 градусов. Сейчас немножко теплее, потому что солнце вышло, но уже так прохладно на улице, поэтому непонятно, какая рыба будет лучше отзываться. Посмотрим. На сегодня и на завтра синоптики обещали солнечную и практически безветренную погоду. Начну рыбалку с воблера L-44. Вот такой вот на прошлом сплаве. Точно такой же был утерян. Вот приобрел новый. Сейчас с него и начнем. Вот поставил чабби, сюда сделал первый заброс и поклевочка, только что, думаю, мелкий голавлик. Есть, друзья. Очень мелкий, но это первый голавлик. Первый заброс. Приманка только касается поверхности воды и сразу происходит поклевка. Вот такой вот красивый голавлик. Так, первая рыба есть. Но нам, естественно, надо что-нибудь побольше размером. Снова поклевочка. Вот там такое место. Течения практически нет. И сразу же произошла поклевка. Тоже, думаю, голавль. Отказывается брать голавль вовсе. Уже ловлю где-то минут 40. Поклевок вообще практически нет. Брошу здесь. Попробую на окуня. Такое место интересное. Даггер поставлю на 4 граммах. Что-то было. Прижало к дну прямо. Течение усиливается на этом участке. Возможно, здесь удастся поймать головля. Вода, ребята, очень прозрачная. Видно все. А еще упал уровень воды по сравнению и с прошлым сплавом. Я только что на L-44 была поклевка. Прямо под обрывом. Опять поклевка. Есть, друзья. Догнал. Сначала была поклевка. И он догнал со второго заброса. Клюнул. Но этот уже более или менее. Голавлик. Так, у него повреждена немножко губа. По-моему, он попадался уже на крючок. Сейчас мы тебя выпустим, красавец. Ну, такой тоже небольшой, но уже поинтересней. Вау, ребята, вот это удар был. Волна шла, большая такая волна, и сразу произошла поклевка. Буквально с первого заброса. Прямо вот здесь. Да нет, повторно он уже не возьмет. Это был хороший. Так, вышли головли. Интересно, клюнет? Нет? Наверное, все-таки нет. Кто-то только что опять догнал. Сначала была поклевка, догнал, сел большой очень, но сошел буквально за несколько секунд. Я не успел и камеру включить. Ребята, от это только что третья была мощная поклевка. Очень мощная. Вот только что выплыл за воблером голавль. Где-то около полкило. Поклевочки очень мощные. Хоть и редкие. Ребята, решил выйти пока на берег. Потому что что-то в лодке засиделся и поклевок нет. Заметил вот такой вот пляж. Вот лодочка моя. И здесь такой песчаный небольшой пляжик. Следов людей нет. Давно здесь никого не было. Но смотрите, вот что обнаружил. Куклы детские. Вот еще одна. Вот смотрите, множество игрушек. Еще. Вот. И одежда. Рубашка, штаны. Еще одна рубашка. Интересно. Все, ребята, продолжаем рыбалку дальше.
Бросил прямо под корягу на противоположной стороне реки, и произошла поклевка с первого заброса. Ребята, вот это головли плавают. Килограммовые, полкилограммовые. Вот выпал еще на полкило точно. Больше даже, наверное. Друзья, совсем все плохо с рыбалкой. Не клюет вообще. А лавль пробовал бросать на окуня, тоже как-то не клюет. Щука тоже не отзывается. Во, первую щуку увидел нормального размера. Где-то 3 килограмма. Прямо под лодкой плывет. Она только что из водорослей выплыла. Осторожно так. Была поклевка. Есть. Щучка. Блин, а вот это хорошая поплыла под лодочкой. Вообще чудесная рыба. О, спала. Она небольшая, грамм 350. Где-то так. Вот на такой твистер. На паузе взяла. Вышла щучка больше килограмма. Только что подплывал к коряге. Стоят головли. Вот именно в этой коряге, где я только что был, там штук 20 стоит таких, грамм по 200. Вижу, щучка стоит очень маленькая, грамм на 200. Стая густеры поплыла. Снова щука поплыла хорошая, ребята. Красноперки погнали. Неплохие. Сошла, ребята. Рыбка. Клюнула маленькая щучка. Еще меньше, чем предыдущая. На копию сквад мину, только это сквад Байс сквад 80. Снова, ребята, щучка немножко больше, чем ту, что я поймал. Подплыла к воблеру и уплыла. Меня увидела. Немножко больше размером. Головли догоняют воблер, просто бьют по нему и все. Снова была поклевка. Опа, опа, ударил. Только что без удара прямо что-то село. Наверное, щука, я так думаю. И практически сразу же сошла. Надо потихоньку искать место стоянки. Смотрите, ребята, нашел место. Вроде бы неплохое. Есть укрытие, лавочки, столик. Сейчас выйду, посмотрю, есть ли дрова. И насколько далеко я от моста. Индикатором служит храм в селе Плешивец. Если его отсюда видно, а я думаю, видно его оттуда должно быть, значит, я не так уже и далеко от моста. Ребята, вот смотрите. Есть дрова, друзья. Здесь очень много мусора. Все вспомнил, в этом месте мы были на ночевке уже. Смотрите, вот проблема есть, как и в прошлый раз здесь, когда мы были года 3 назад, наверное. Да, где-то 3 назад. Была такая небольшая кучка мусора, а вот сейчас уже намного больше. Вот эта кучка была, а вот этого всего, что возле дерева, не было. Хорошо так сделано все. Стол такой мощный, лавочки, все вообще круто. Не совсем помню с прошлого раза, насколько далеко отсюда еще находится такое какое-то интересное место. Схватил. Такой, хоть какой-то взял. Я рад любой рыбе сегодня, потому что вообще как-то ни о чем рыбалка. Так, пошел.
Друзья, решил проплыть еще немножко, найти, возможно, еще какое-то более подходящее место, потому что там мусора, ну, очень много. Вообще, а убирать его некуда. Нет ни мешка, ничего такого. А сидеть прям в мусорке тоже неохота. И вот проплыл несколько поворотов, и вот вижу прямо трамплин, пляжик, и тоже лавочка есть, столик. Поэтому я думаю, все-таки, если там мусора не будет столько много, то там и останусь. Смотрите, кто у меня в гостях. Жабка. Она запрыгнула мне в лодку еще на том месте. Я думаю, где она есть? Где-то в лодке прыгает. И вот она на баллоне сидит. Красавица. Маленькая. Все, ребята, потихоньку подплываю к этому месту. Я уже вижу, что оно мне подходит. Осталось только осмотреть на наличие мусора. Вот уже первые 2 бутылки, вижу, пластиковые лежат. Сейчас их уберем. Вот, ребята, еще одна. Итак, друзья, я осмотрелся уже там. Лодка пускай сейчас постоит. Я покажу вам место. Заходим по ступенькам, по вот таким вот. А вот смотрите, место для костра есть. Справа такой вот, я не знаю, или лавочка, что это было. И вот само место. Накрытия нет, но нам оно не нужно, потому что дождя не передавали. Столик, лавочки. Смотрите, полочка такая есть, мощная. Мусорка, но она вся уже забита. Но я вспомнил, что у меня есть большой пакет. Я сейчас его возьму, и весь этот мусор, который здесь вот лежит, соберу, его не так уже и много, и начну обустраивать лагерь. Можно было, в принципе, еще половить рыбу, но сейчас темнеет уже в 8, а уже 5-й час. То есть у меня есть 3 часа. Я хочу никуда не спешить, сейчас насобирать дрова, все аккуратно сделать и уже ждать завтрашнего утра, чтобы продолжить рыбалку. Буду надеяться, что завтра все-таки будет хоть немного, но рыба активнее. Посмотрим. Друзья, с дровами здесь не очень хорошо. Я походил так, поискал. Смотрите, немножко нашел. Но это очень мало. Смотрите, сухая ветка. Ну, не одна, их много. У этого дерева полностью вот справа все сухое. Я только что залез вот по этим спилам туда ближе к этой самой крайней, самой нижней сухой ветке и оставил там пилу. А сейчас залезу туда сам, одну ветку срежу, и мне хватит этого полностью на всю ночь. Итак, друзья, вот таким вот способом у меня получилось раздобыть себе дрова на всю ночь. Сейчас осталось только на части распилить это все, отнести к костру, и можно начинать готовить еду.
ребята, последние лучи солнца. Сейчас вам покажу. Через несколько минут солнце спрячется за деревьями и будет уже потихоньку темнеть. Я не знаю, видно ли вам собор, который очень красиво отсюда смотрится. Он как будто бы над деревьями завис. У меня здесь такое место, что вокруг меня везде река Псел. Вот она идет, а вот там поворот, и вон мой лагерь. Красивые места, но жаль, что рыба отказывается клевать, аж желание отпадает ее ловить, когда часами плаваешь, а поклевок практически нет. Если они и есть, то или маленькая рыба попадается, или просто поклевка, и все. Очень хорошо, что я не стал останавливаться на том месте, где я изначально хотел, потому что все-таки на том месте мы уже были. Хоть и 3 года назад, но там мы уже стояли. Мусор я весь убрал, вот он весь поместился вот в такой большой пакет.